Всем привет! С вами Александр, и это канал «Вот бы мне». Итак, вы решили открыть визу в США. Неважно, туристическую, рабочую, студенческую или любую другую неиммиграционную визу, вам будет необходимо оплатить консульский сбор, заполнить анкету DS-160, зарегистрироваться в системе посольства США, и только после этого у вас появится возможность записаться на собеседование. Подробную пошаговую инструкцию по заполнению анкеты DS-160 вы найдете в нашем предыдущем видео. Ссылку на него я оставлю в описании. Ну а в этом видео я расскажу и покажу, как зарегистрировать свою учетную запись на сайте посольства и выбрать дату собеседования. В процессе регистрации ничего сложного нет, однако и к этому этапу необходимо подойти очень серьезно. Ведь даже из-за маленькой допущенной ошибки в заполнении данных вам могут отказать в выдаче визы, и консульский сбор при этом не вернут. Вносить все данные необходимо только на официальном сайте и только на английском языке. Ссылку на сайт я, конечно, оставлю в описании. С нашей инструкцией вы справитесь без труда. Так что давайте начинать. Попав на официальный сайт, вы увидите карту мира. На ней будет необходимо выбрать тот регион, где вы собираетесь проходить собеседование. Если вы хотите получать визу в стране, отличной от вашего гражданства, ничего страшного, так можно, но и консульский сбор необходимо будет оплатить именно в этой стране. На своем примере я выбираю Европу. Далее из предложенного списка стран выбираем нужную вам. Попадаем на главную страницу, где сверху вы сможете изменить язык, если это необходимо. Ниже будет лента последних важных новостей и событий, касаемых работы посольства и США. Прокрутив вниз, находим необходимое нам меню. Среди этих разделов вы найдете исчерпывающую информацию по каждому вопросу. Как я говорил ранее, для того, чтобы зарегистрироваться в системе, вам необходимо оплатить консульский сбор и заполнить форму DS-160. Способы оплаты для разных стран могут отличаться, но в большинстве случаев вам будет необходимо распечатать квитанцию самостоятельно из раздела «Оплата консульского сбора», а затем прийти в почтовое отделение или банк и совершить оплату. Скачать и распечатать квитанцию я советую в день оплаты. На квитанции будет указана сумма, которую необходимо оплатить в национальной валюте. Эта сумма конвертируется относительно текущего курса валют, так что срок годности квитанции составляет несколько дней. После оплаты на квитанции поставят специальный номер, который обычно состоит из даты вашего рождения, а также даты и времени оплаты. Он нам и понадобится. Консульский сбор является невозвратным, а значит, если вы не запишетесь на собеседование в течение года или в выдаче визы вам откажут, деньги назад не вернут. Когда консульский сбор оплачен, а анкета DS-160 заполнена, переходим к заключительному этапу. Регистрируем нового пользователя в системе посольства той страны, где хотите получить визу. Нажимаем на строчку «Время ожидания собеседований». Попадаем на новую страницу и выбираем нижний пункт «Запись на собеседование». На этой странице вам предложат войти в учетную запись, если такую вы создавали ранее. В дальнейшем вы сможете заходить в систему через эту страницу, чтобы отследить этапы готовности вашей визы или изменить дату и время собеседования. Но сейчас мы создаем новую учетную запись, нажав на строку «Новый пользователь». В первую строку вводим ваш адрес электронной почты, на который в дальнейшем будут приходить уведомления из посольства, а также он нам понадобится для входа в учетную запись. Следующая строка – имя. Вписываем имя так, как оно указано в вашем загранпаспорте. А ниже – фамилию. И придумываем пароль. Он должен состоять из букв и цифр, а также не должен иметь в себе данные о вашем имени и фамилии. Ниже вписываем придуманный пароль еще раз. Я рекомендую именно вписать его повторно, а не скопировать и вставить, так как если первый раз пароль вы указали неверно, вы не сможете войти в систему в дальнейшем. Читаем информацию из раздела «Политики конфиденциальности» и ставим галочку, подтверждая то, что вы принимаете условия. Без этого зарегистрироваться в системе не получится, так что это обязательный пункт. Далее вводим проверочный код с картинки и нажимаем кнопку «Отправить».
Вы попадаете на страницу своей учетной записи, где в дальнейшем вы сможете изменять данные профиля, а также менять дату собеседования, если это будет необходимо. Сейчас нас интересует раздел «Запись на собеседование». Нажимаем на него. На открывшейся странице выбираем необходимый нам пункт. В данном случае нас интересует неиммиграционная виза. И нажимаем кнопку «Продолжить». Далее вам будет необходимо выбрать посольство или генеральное консульство, в котором вы хотите проходить собеседование. В моем случае, на примере Украины, есть только один вариант – Киев. В России можно выбрать среди нескольких городов, например, Москва, Екатеринбург или Владивосток. Выбираем свой вариант и нажимаем кнопку «Продолжить». Далее выбираем визовую категорию, которая подходит именно вам. Для туристической визы я выбираю первую из списка и нажимаю кнопку «Продолжить». А далее из расширенного и полного списка классификаций выбираю B2 «Туризм». Пролистываю вниз страницы и нажимаю «Продолжить». Далее читаем требования и правила, а затем принимаем условия и переходим дальше. На открывшейся странице заполняем свои персональные данные. В первую строчку вводим номер вашего загранпаспорта, который обычно состоит из букв и цифр. Далее вводим дату выдачи паспорта в формате месяц, день, год. Из предложенного списка выбираем страну выдачи паспорта и указываем дату окончания срока действия паспорта. Ниже вписываем свою дату рождения и гражданство. Указываем свое имя, а затем фамилию. Я напоминаю, что вносить данные необходимо только латинским алфавитом и именно так, как они указаны в вашем загранпаспорте и как вы указали в анкете DS-160. Выбираем страну вашего рождения, ваш пол и вводим номер подтверждения формы DS-160. Это номер, который вам присвоили при заполнении анкеты DS-160. Также вместе со штрих-кодом он мог быть отправлен на ваш почтовый адрес, если в конце заполнения анкеты вы выбрали такую функцию. Номер состоит из 10 букв и цифр. Ниже указываем два номера телефона, по которым с вами можно будет связаться. Если вы пользуетесь только одним номером, то можно указать один и тот же номер дважды. Ниже указываем ваш электронный почтовый адрес. Внимательно и правильно запишите его, так как на него вам могут отправить уведомления про отмену или изменение даты интервью, а также связаться по другим причинам. Ниже указываем ваш почтовый адрес. Это может быть адрес вашего проживания или адрес почтового ящика. Не обязательно быть прописанным, но обязательно иметь доступ к получению корреспонденции на случай, если ваши документы будет необходимо отправить по почте. Указываем название улицы, дом, квартиру, название населенного пункта, область, район или штат, к которому относится ваш населенный пункт, и в конце почтовый индекс. Чтобы указать адрес на английском языке правильно, воспользуйтесь правилами транслитерации согласно требованиям посольства США, ссылку на которое я оставлю в описании. Или зайдите в Google Maps, найдите ваш адрес, а затем переведите в настройках язык страницы на английский. Нажимаем «Продолжить» и переходим далее. На собеседование вы можете прийти один или с тем, кто планирует получать визу и ехать вместе с вами. Если вы подаетесь один, пропускаем этот пункт. В другом случае нажимаем кнопку «Добавить по имени» и вносим все необходимые данные. В разделе «Родство отношения» вам необходимо выбрать правильный пункт. Будут предложены такие варианты: супруг, супруга, ребенок, отец, мать, дочь, сын и другое. Я выбираю супруга. У выбранного человека также должна быть заполнена анкета DS-160 и номер подтверждения. Вводим его. Далее заполняем имя, фамилию, выбираем пол и вписываем дату рождения в формате месяц, день, год. Из списка выбираем страну рождения и гражданство. Вносим номер загранпаспорта, а также его дату выдачи. Далее указываем страну, которая его выдала, а затем дату окончания срока действия паспорта.
Затем указываем два номера телефона и точно так же, как и в случае с вашими номерами, если пользуется только одним, можно дважды указать один и тот же номер. И последнее, вводим адрес электронной почты. Нажимаем «Сохранить». Вы увидите, что человек добавлен в вашу учетную запись. Перепроверьте данные еще раз. Если необходимо добавить еще кого-то, точно так же нажимаем «Добавить по имени» и заполняем все пункты. Переходим дальше. Далее следует ряд простых вопросов, на которые отвечаем «да» или «нет», исходя из данных про вас. Обращаю ваше внимание на то, что в случае одобрения визы ваш паспорт будет отправлен к вам курьерской службой. В зависимости от страны способы его получения и оплата доставки может отличаться, но на примере Украины есть два варианта. Получить паспорт в отделении курьерской компании – это бесплатно, и платная доставка на указанный адрес. Система автоматически выбирает бесплатный вариант с доставкой паспорта в отделении, если в вашем городе есть офис. Если офиса нет или вы хотите, чтобы курьер доставил документы по адресу, выберите вариант, указанный ниже, и впишите необходимые данные. Выбираем город доставки и переходим далее. На этой странице необходимо ввести регистрационный номер платежа из вашей квитанции про оплату. Если вы указали, что с вами на собеседовании будет кто-то еще, указываем также их номера. Этот номер обычно указан в чеке про оплату в разделе «Назначение платежа» и состоит из даты вашего рождения, а также даты и времени оплаты. Вводим этот длинный номер. По личному опыту скажу, если вы создаете свою учетную запись в день оплаты, то система сообщит о том, что такого номера в базе не найдено. Не стоит паниковать, просто банковская транзакция может поступить лишь на следующий день. Если все ок, нажимаем «Продолжить» и переходим дальше. На этой странице выбираем, являетесь ли вы гражданином страны, в которой собираетесь получать визу, или не гражданином. Я выбираю гражданин и перехожу далее. И вот, наконец-то мы добрались до выбора даты собеседования. Перед собой вы увидите календарь с ближайшими доступными датами. Выбираем наиболее близкую или подходящую вам, а также выбираем время собеседования ниже и нажимаем заветную кнопку «Запись на собеседование». Если вы заполнили все пункты верно, вы увидите такую страницу с подтверждением записи на собеседование, всей внесенной информацией, а также подробной инструкцией относительно документов и требований безопасности. Если вкратце, то с собой на собеседование вы должны взять действующий загранпаспорт, срок действия которого превышает продолжительность предполагаемого пребывания в США на 6 месяцев. Одну качественную фотографию, сделанную в течение последних 6 месяцев, которая отвечает определенным требованиям. Их я покажу после инструкции. Письмо подтверждения записи на собеседование, распечатанное в хорошем качестве, и страницу подтверждения анкеты DS-160. Письмо подтверждения про оплату консульского сбора, а также будет не лишним взять с собой документы, подтверждающие вашу платежеспособность, например, выписку с банковского счета, документы о владении недвижимостью, если такие имеются, справку с места работы, справку о вашем ежемесячном доходе из бухгалтерии, а также справку о том, что ваш работодатель готов предоставить отпуск на срок вашей поездки. Нажав на кнопку «Отправить по электронной почте», вы отправите эту страницу подтверждения записи на собеседование на свою почту и сможете распечатать. А вот и требования к фотографии. Проще всего обратиться в фотосалон и сказать, что вам нужна фотография именно для визы в США. Но будет не лишним проверить самостоятельно, соответствует ли полученная фотография всем необходимым требованиям. Вот и все, вы справились. Осталось только подготовиться к интервью, взять все необходимые документы и в назначенную дату и время прибыть в посольство на интервью. Для того, чтобы определить ваши намерения и принять решение, выдавать вам визу или нет, консул на собеседовании будет задавать вопросы. Будет это один вопрос или десятки, зависит от множества факторов.
начиная от данных, которые вы указали в анкете, и документов, которые вы принесли с собой, и заканчивая настроением консула и вашим моральным состоянием. Ведь если вы будете долго отвечать на вопросы или нервничать на собеседовании, это, конечно, вызовет подозрения. В будущем на нашем канале появится видео, где мы поможем подготовиться к интервью, разберем все самые часто задаваемые вопросы и причины, по которым их могут задавать, а также оценим именно ваши шансы на получение визы. Если информация была полезной для вас, поддержите наш проект, подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А также расскажите в комментариях, вы уже оформляли визу в США или планируете сделать это впервые, волнуетесь или чувствуете себя спокойно. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.